Ребята, всех приветствую на канале. Небольшой видеоролик по блоку Bosch 7 952. Это у нас блок Toyota Aygo C1 Peugeot 107. Суть ролика. Так подключить, иначе будет непонятно. Значит, комбик в BSL его читает. Так в буте читает. Комбик в BSL вычитывает не весь флеш, пропускает области. Покажу комбиком и катагом. Катаг у нас получается полный фул. Комбик у нас вычитывает с 800 адреса, не читает. Так, анализ сравнить, окей. Вот видим, что комбик с 800 адреса не читает, то есть, соответственно, клонирование делаем с помощью катага. Если что, дальше есть косяк какой по поводу того же самого катага. Катаг не умеет читать с него EEPROM правильно. Так, комбик тоже, соответственно, не умеет. Модуль BSL 27. X в нашем случае 275 процессор, 275. То есть комбик у нас читает только флеш, и то не полностью. То есть для клонирования не годится, для прошивки ок. Убираем. Дальше катаг протокол у нас 54. В данном случае можно выбрать Toyota Aygo, Peugeot 107, все равно попадете на 54 протокол. 7952. Протокол верный. Подключение можно посмотреть две ревизии плат, в моем случае ревизия номер 2, и вот на ревизии номер 2 100% вы не вычитаете EEPROM. На ревизии 1 возможно все получится, потому что там другая EEPROM-ка, и она, судя по всему, вот она по картинке, соответственно, она нафиг не нужна. Крышка открыли и EEPROM-ку вычитали, если надо, обычным программатором. Но с ревизией 2 вот здесь вы попадаете в ступор. Здесь EEPROM-ка находится с обратной стороны, то бишь вот здесь, и она не соответствует тому, чего у нас там комбик рисует. У нас тут 95-160, не комбик, как и так. Окей. Так у нас рисует 95040. То есть, если бы была в ревизии номер 1 95040, мы вычитали. В моем случае это другая EEPROM-ка, соответственно, катаг здесь не помощник, и пришлось плату поднимать. В моем случае 95-160. Вот. У меня просто блок на полном клонировании, плюс у меня блок мобилайзера. Человек не знает, что конкретно с машиной, и решили они склонировать и блок ИМОшника, и блок ИБУ. Машина далеко, а нужно сделать за один приход. Нету времени на эксперименты и на выяснение. Вот, то есть мое дело было вычитать полностью блок. Вот, ждем пациента, и это все дело просто перезаливаем. В принципе, то же самое придется сделать и с другим блоком. Ну, с блоком ИМОшника проблем нету. Тут 24C04, вопросов нет. Ключи тоже могу положить, синхру тоже могу положить без проблем. Кому нужно, можете обращаться. Это такой у нас ИМОшник. Вот. Короче, как-то так. Вдруг кому-то будет полезно. Всем пока. Так, ребята, ну давайте подведем итог по поводу данного блока. Значит, если делать его катагом, вы можете просто привалить блок в плане клонирования. То есть EEPROM-ку он не вычитывает, ее нужно вычитывать внешним программатором. Хотя он там и заявленный, но он читает его неправильно. В плане комби-лоудера заявлено, что он вычитывает именно флеш, но вычитывает ее без области загрузчика. То есть с 8000 адреса он пишет нули. То есть для клонирования не годится. Если таким флешем перезаписать, то блок также, соответственно, ляжет. По поводу мультипрога. Есть тонкости. В мультипроге заявлены марки эти автомобилей, но есть тонкости. Я сейчас качаю последнее обновление по нынешнему времени, это 53-я версия, и она делает вообще неправильно, даже неправильно отображает данный блок. Сейчас я
договорю и переключимся на компьютер, покажу, о чем идет речь. Это касается предыдущего ролика, я там выкладывал по блоку DCM 3.5, что он в мультипроге заявлен, но я им не делал. Я этот мультипрог даже до сих пор не приобрел, пока что в раздумьях, возьму или не возьму, неизвестно. Вот. Короче, сырой продукт, и есть всякие нюансы по данному блоку. То есть я доверяю именно нормальным загрузчикам, там Комбик, PCM и так далее. В эти стараюсь дебри не лезть. То есть если нету, то да, можно воспользоваться. VVDI Prog делал не первый раз, процессоры все читаются. То есть если заявлено, значит заявлено, работает. По поводу мультипрога, все под таким большим вопросительным знаком. Давайте переключимся, я покажу, о чем именно идет речь. Вот смотрите, ребят, запускаем программу от Multiprog. Благо того, что она нас запускается, мы можем сделать там анализ, нужна нам или не нужна, ну как программатор. Вот смотрите, заходим в блоки EBU, выбираем, к примеру, Citroën, можно выбрать помарочно. В нашем случае это блок C1. Смотрите, что он у нас отображает. Он у нас показывает вот ME17952. Вот у нас по факту блок ME7952. То есть совершенно не оно. По распиновке блок совершенно другой. То есть мультипрог в пролете. Дальше давайте выберем Peugeot. Хорошо. Peugeot 107. Ищем 107. Его вообще нету. Тоже в пролете. Дальше Toyota. iGo. Пожалуйста, тоже 17952. Ну, то есть, соответственно, это не сработает. То есть, вот настолько вот продукт сырой, что они даже не знают, какой там блок используется. Давайте проще. Зайдем через вкладку Bosch. Ну, если через вкладку Bosch, конечно, заходить, это долгая история. Ну, допустим, вот Bosch EQ, ME7. Так. Даже такого нету. Все, то есть вот 7.8, 7 что-то, ну, такого нету. Давайте через поисковик 7.9. 52. Все, он у нас это отметает и все равно пишет ME179.52. Вот он 108 Peugeot, 100 Citroën C1, Yaris iGo. То есть, ну вот совершенно неверно отображение нужного блока, который устанавливается в данном автомобиле. Вот вам как бы и продукт за немалые деньги, скажем так. По поводу Peugeot у нас было 508. Давайте я его открою. Это на предыдущий комментарий под видео с Peugeot 508 блоком. Там у нас был DCM 3.5. Сейчас мы его здесь посмотрим. Он туда как бы заявленный, но то, что он заявлен, еще не факт, что он его прочитает. Так, ищем. Вот он, DCM 3.5, Peugeot 508. Вот он у нас заявлен. Есть схема подключения. Блок, соответственно, верный. Даже по подключению проще. У него вот он один бутпин. И вот эту колодку распаивать нам не нужно. Соответственно, подключаем просто плюс-минус, зажигание и high con low. Вот таким вот образом. То есть, но все равно разбирать, все равно подключать, что в катаге парочку проводочков подпаять, что тут бутпин. По сути, ну ничего. Можно, конечно, вместо бутпина и не подпаиваться, можно туда иголочкой коснуться там на массу. По-моему, там на массу должно быть. Сейчас посмотрим. Бутпин. Ну, в мультипроге, не знаю, что там. Ну, скорее всего, резистор какой-нибудь также стоит. Также есть поддержка по ОБД. Вот, но в этой машине есть тонкость по ОБД. Можно ее приложить. Блоки начинают засыпать через 16 минут. И, соответственно, тачка может лечь. Блок не дочитается. Потому что чтение данного блока примерно 20-25 минут. А засыпает она через 16 минут. То есть, если вы не дочитаете и что-то пойдет не так, ну, блок ляжет. И это хорошо, если читать только. А если писать, то 100% ляжет. Поэтому, как бы, ну, ни туда, ни сюда.
И его безопаснее сделать на столе. То есть снимается он легко, он у нее прям под этим, как его, под капотом, открыл, фишки вздернул и работай на столе смело, читай и пиши. В общем, как-то так. Короче, на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи в работе, всем пока.